Здравствуйте, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня я вам покажу и расскажу, есть такое задание сделать шестиугольник из сетеполотна. То есть сделать сетеполотно шестиугольное. Применяемая нить будет кевлар, кевларовая нить. Но это сейчас, в данный период времени, кевларовская нить, я ее попробовал, она горит. Настоящая кевларовская нить, она не горит, она тяжело или практически вообще даже не режется ножницами. Да, устойчивая нить. Да. Как-то в один период времени я делал работу, приезжали представители из космической отрасли. Приезжали представители, и они приехали с кевларовой нитью. Она такая более, вот здесь нить, она, скажем, похожа на шнур рыболовный. А та немножко такая, она с золотинкой, встроенная золотинка в ней. И была работа, они просили обвязать шар, воздушный шар, диаметр там 2 на 2, и обвязать вот эту сферу, 1 сантиметр ячея была. Та была интересная работа. Они ставили свои эксперименты, куда-то запускали этот шарик, да. Там была довольно-таки интересная работа, я ее делал. Немножко отвлеклись на сегодня, то есть необходимо сделать шестиугольник. Просто я вам покажу, да, на примере, и пользуясь случаем, как раз покажу, как провязать, скажем, треугольник. Треугольник, его размерность этого шестиугольника 2 метра 40 сантиметров. 2 метра 40 сантиметров. И здесь у него идет 2 метра 10 сантиметров. 2,10. Ячея 100 миллиметров. Ячея 100 миллиметров. То есть для того, чтобы начать изготавливать что-то, какую-то вещь, да, необходимо сначала ее просчитать. Рассчитать, вот скажем, на листочке. Да, мы начнем ее готовить вот с этих краев, с этих точек. С этих точек 2,40. 2,40 это готовое изделие. То есть в жгуте, жгут, нам необходимо с вами набрать 4 метра 80 сантиметров. 80 сантиметров. 4 метра 80 сантиметров. То есть, если это непосредственно мы будем говорить с вами о ячеях, если вести речь, то это 24 ячеи. Или это 48 рядов. Высота 2,10. То есть здесь непосредственно, если 2,10 по высоте, и так как мы знаем, что сеть усаживается, но для работы непосредственно, скажем, если работа это, скажем, вот по такому шестиугольнику, то добавлять нам с вами необходимо процентовку, да, вот к этим 2 метра 10 сантиметров, да, мы всего с вами прибавим плюс 15%. 15% сетеполотна, то есть по верху, то это будет, нам необходимо провязать с вами 2,40. 2 метра 40, да, провязать. Но мы будем брать здесь с вами 25 рядов, да, 25 рядов. Или там 12 ячей, да, 12,5 ячей. 25 рядов, 12,5 ячей. 25. То есть это получится, это будет 2 метра 50 сантиметров. У нас с вами, значит, уйдет непосредственно первые 3 ряда займут. То есть вот это расстояние будет 3 ряда. Вот это расстояние будет 3 ряда.
3 ряда. И останется у нас 22. То есть и сюда будет у нас с вами идти 11 рядов. И вверх у нас пойдет с вами 11 рядов. У нас с вами вот это расстояние не задано. Нет его. Нет. Если этого расстояния у вас нет, то есть произвольная вязка, да, если бы было дано это расстояние грани, то пришлось бы нам еще просчитывать вам, сколько петель нам здесь с вами добавлять или снимать, да, чтобы получить вот это расстояние. Но так как его нету, то это проще провязывать. Сейчас я вам покажу это на примере, как это делается. Как я вам уже и показывал, да, мы делаем здесь непосредственно две петельки, маленькую и большую петельку, да. Большая петелька для того, чтобы проходила вот эта игла или челнок, да, проходил сюда. В зависимости от того, какой применяем челнок или иглу. Или игличку, как удобнее кому называть. Так как у нас с вами ячея 100 миллиметров, это 10 сантиметров, да, это 10 сантиметров, то мы с вами будем применять немножко другой узел, отличающийся от того, какой я вам показывал. То есть на примере, да, даже начало, как мы будем с вами делать, так делается и косынка, скажем, провязывается треугольник. И вот, пользуясь случаем прошлого видео, да, вы посмотрите, я вам покажу, как делается треугольник. Кто внимательно смотрит видео, тот и увидит эту позицию. Ну вот, одеваем мы с вами маленькую петельку на крючок. Я люблю работать на крючках. Сети любят работу в натяжение. То есть работа с сетями — это натяжка. То есть делаем вот так. То есть ложим на плиточку иголку, челнок в эту ячею маленькую петельку. Раз, два. Подводим к плиточке, подвели. Да? Делаем также вокруг под две и под одну. Затянули, сбрасываем, опять, то есть теперь уже в петлю, раз, два, подводим, вокруг двух, под одну. И так далее. Теперь мы с вами набираем непосредственно 24 целых ячеи. То есть посчитать ячею, к примеру, если подсчет по рядам, то это от узелка до узелка. Вот этот момент мы не берем, потому что мы его обрежем. То две коротких этих петельки. Вот ряд, раз ряд, два ряд, три, к примеру. 3 ряда, или сейчас провязано 1,5 ячеи. Вот она, целая ячея идет, да? Или 3 ряда. И теперь мы с вами так далее делаем, продолжаем. Делаем набор в жгуте по длине. У нас длина составляет 2,40. То есть нам необходимо с вами провязать 4,80. Можно это замерить, скажем, там метром, рулеткой или еще чем. Ну а зачем? Посчитали по ячеям, размерность у вас уже дана. Итак, это продолжаем. Делаем пока набор с вами, да, в жгуте. Ну вот, как обычно по видео, мы с вами очень быстро это все провязали. Так как полотно небольшое, да, длина его небольшая, я буду набирать его на петли, буду его набирать со стороны иглички. Если вы, конечно, провязываете длинное сетеполотно, там, да, и начинаете его набирать сначала, да, сначала, как вы его сделали, то тогда вам необходимо, когда игличка заканчивается, когда вы набираете набор, все эти петли будут у вас виться. И если мало ли у вас остается игличка, да, вы ее подцепляете, эту игличку, вверх подносите, она раскручивается, и
нитку раскручивают. Но, пользуясь случаем, я как-нибудь вам это покажу. То есть сейчас я буду набирать, вот нитка у меня пошла, игличка вот она у меня здесь, с этой стороны, потому что, ну, небольшая провязка. Первую петлю мы набираем, вот первая петля. И чтобы у вас продолжение этой нитки шло вот здесь снизу. То есть не перепутать одевание петель. Не вот так, допустим, не эту петлю одеваем, да, что нитка получается сверху первого ряда, да, а одеваем первую петлю, чтобы вот эта нитка дальше с игличкой была в конце, то есть 2 ряда прошло на 3-м ряде. То есть одеваем наши петли. 1, да, 2, то есть то, что у нас с вами получилось. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 петли. И вот здесь остается вот эта маленькая петля. 24, 24, 24, да, одели. Надо еще провязать одну петлю. Не хватает мне здесь, мало провязал. Мало, почему, я вам объясню. Потому что надо будет снять вот эту петлю. Потому что хвостик верхний, он должен быть верхний. Так вяжется, скажем, сети, полотна. Он должен быть как раз вот этот хвостик, который завершается на 1-м ряду. То есть мне необходимо вот эту обрезать ниточку, да. И вот эти две, то чтобы целая готовая ячея была, вот так, да, подрежу. Вот это я подрезал, потому что вот этот хвостик, один, который на игличке, он находится на 3-м ряду, да, на 3-м ряду. А вот это начало, оно будет находиться на 1-м ряду, этот хвостик. То есть у меня здесь 23. Необходимо еще довязать одну ячею, да. Сейчас мы это сделаем. То есть, чтобы довязать одну ячею, мне необходимо одну ячею провязать, мне необходимо сделать 2 ряда. Провязать 2 ряда. Провязать 2 ряда. Так, снимем их все. Одену с этой стороны просто, как я набирал, да. И также вот на круг, что я повесил, да. И довязал. Сейчас сделаю 2 узелка, довяжу 2 ряда, и это будет целая ячея. Один ряд. И вот обратно, то есть мы эти петли оденем сейчас. 1, 2. То есть теперь мы начинаем с вами провязывать. То есть мы провязали с вами 3 ряда. И начинаем так вниз. То есть мы набирали в длину, а сейчас начинаем
начинаем вязать вниз, да. И вот вниз мы провязываем, то есть эти опять все петли. Точно так же, точно таким же узлом мы это все провязываем. Заодно тут как раз закончится нить, я вам покажу, как ее добавлять сюда на сети полотне. Быстро я не вяжу, чтобы вы видели. Показываю вам смысл. Тот же самый принцип, как и косынки. Вы набрали то, что спрашивали вопрос. То, что спрашивал вопрос непосредственно по набору петель, да. Если 2 метра, вы набираете 6 метров в жгуте. Но лучше даже набрать 8 метров в жгуте, смотря какая у вас ячея. То есть, если он говорил, там ячея у него 6, ячея 6, то есть это петля 12 сантиметров. Чтобы ему набрать 6 метров, ну это надо 50 ячей ему там набрать, и будет 6 метров, да, если он делает косынку. И вот эти 50 ячей он набрал, 60-ки, и начинает точно так же провязывать, как я сейчас и делаю. То есть, грубо говоря, начальный этап сейчас идет треугольника, да, если нужно полотно на протяжную косынку делать, или не протяжную, просто косынку, скажем так. Не все как бы даже знают, если, допустим, я говорю, что косынки бывают по низу, ставят под лед 5 метров. То есть треугольник, считай, 5 метров. Он по низу и вверх идет 5 метров. То есть такие большие треугольники ставят под зиму, скажем, в лунку на рыбалке, то есть спокойно. То есть тоже кто-то удивится, что как так? Он самый, как и паук зимний для ловли живца, он влезает в лунку, все нормально. И вот мы это делаем, скажем, четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем с вами. И вот мы подходим с вами к завершению, да? Здесь внимательно что надо, когда при завершении? Посмотреть, чтобы не перекрутилась последняя ячея, она бывает западает, да? То есть пока вы вяжете, вот эта ячея может перекрутиться, она там запасть сюда может. Ну, вот так разобрать, посмотреть, что все нормально. И теперь в завершении мы провязываем сразу, прихватываем 2 ячеи.
две этих ячеи мы сразу прихватываем. То есть не одну, а крайние и последние две ячеи сразу провязываем. То есть если нам нужно там более острый угол получить, то мы прихватываем сразу, скажем, с вами можем 3 ячеи прихватить. Но здесь, так как у нас угол не задан с вами, всего прихватим 2 ячеи последние. И теперь все это снимаем с плиточки. Сняли с плиточки и начинаем провязывать уже в другую сторону. Спокойно также следующий ряд начинаем провязывать в другую сторону. Точно таким же узлом. И когда мы подойдем к завершению туда, мы также с вами прихватываем 2 ячеи. Также прихватим 2 ячеи. И будем вывязывать, то есть это так вот вывязывать этот шестиугольник. Или также, что это делается, треугольник. Ну, сейчас я завершу, еще покажу вам, как срастить здесь на сетеполотне нить. Это мы готовим заказ. Меня попросили связать для экспериментов по отлову дронов. Вот она как раз заканчивается, эта нить. Вот я даже без иглички. У меня хвостик есть достаточно большой. Я даже довязываю то, что осталось, скажем, без иглички вручную. Вот делаю там узелок, еще нитка есть. Вот. И вот следующий узелок уже будет трудно делать, дальше не буду делать. Сейчас будем набирать нить на игличку и сюда крепить. Ну вот мы с вами берем, значит, где у нас закончилась нить, да, где закончилась нить, так, чтобы видно было. Берем игличку, на которой намотана, прикладываем сюда, на плиточку сверху, сантиметра 2 оставляем, сантиметра 2. Вокруг двух, вокруг этой делаем, скажем, узелочек. И садим уже узел на эту же петлю. Также раз. И также 2. Вот, добавили, да? К примеру, сняли. И вот эту, которая осталась, также подрежем до 2 сантиметров. Подрежем ее также, вот 2 хвостика. Этот хвостик также вот подрежем. И так и оставим эти 2 сантиметра. Они никуда не денутся, они не развяжутся. Так и будут. Плиточку мы сняли. Теперь одеваем плиточку в последнюю ячею. Да, одели. И дальше можно продолжать все провязывать. И дальше этот момент провязываем. То есть, чтобы у вас в узле ячея не ездила, мы как раз вот в эту ячею раз, два и делаем уже узел. Она тогда не будет ездить, никуда плыть. Это ячея. И так мы провязываем теперь 11 рядов вниз. Ну вот, когда мы с вами уже провязали непосредственно 14 рядов общего как бы сетеполотна вниз, да, теперь, чтобы нам было удобно дальше продолжать с вами, скажем, ну, в третьем ряду, третий ряд мы начинаем как бы набирать его на игличку, чтобы перевернуть и было удобно продолжать вязание этого сетеполотна. Вот так набираем петли, как там я вам уже показывал, да. Также петли будем набирать для изготовления рамовой сети. Точно так же набор. То есть идет набор петель по всей длине. Да? Набираем в яче. Там не получится, скажем, да. Надо их набрать. Вот когда набрали мы эти петли, набрали, вот, скажем, ниточку продели, обрезали эту нитку, обрезали, да, здесь сделали узел,
Раз, два, к примеру. 2 раза продели, сделали узел. Теперь эти петли мы спокойно с вами снимаем отсюда, да, и вешаем как раз вот на эту веревочку в обратную сторону. Да. И теперь вот где завершение был, да, вот этот кончик у нас с вами был, то, что мы доделывали, скажем, чтобы он был вверху, вот он находится вверху уже, да, вверху. Теперь мы точно так же сюда добавляем уже игличку. Точно так же. То есть берем где-то 2 сантиметра, 2 сантиметра прикладываем, завязываем узелочек, да, и делаем основной уже узел. Сделали узел. Все. Также подрезали 2 хвостика, один хвостик под второй, подрезали. И теперь те же самые действия мы продолжаем уже непосредственно, эти действия уже продолжаем делать вниз. То есть уже теперь вниз сети, провязывать эту сеть. Точно так же. И на завершении там мы с вами прихватываем 2 ячеи. Немножко петли гуляют поверху. Но для нас этого нет ничего страшного. И теперь эти 11 рядов мы также с вами провязываем вниз. То есть также вяжем с вами ряд. И последние 2 ячеи мы прихватываем вместе и также провязываем. Вот так мы с вами сделаем шестиугольное сетеполотно. Все. Спасибо за внимание. Мы очень быстро с вами вяжем сети.